Всем привет! Я впервые приехала в Москву. Я проведу здесь всего 2 дня и постараюсь выжать из них максимум. Покажу вам главные достопримечательности, где остановиться и поделюсь полезными советами. Ставьте лайк, если вам интересно путешествие по России и чтобы поддержать мой обзор. Я для вас очень постаралась. Пойдемте гулять по Москве. Я много путешествую по миру, но в Москву приехала впервые. Этот город поразил меня с первых минут. Тут все продумано так, чтобы туристам и местным жителям было комфортно. Приятно, что почти в любую точку города можно доехать на общественном транспорте. Особенно хорошо развита система метрополитена. Москва – это чистый город с большим числом парков и невероятным количеством достопримечательностей, как исторических, так и современных. Конечно, не хватит и месяца, чтобы увидеть все, но такой задачи у меня и не было. Я постаралась осмотреть основные достопримечательности Москвы. За 2 дня мне действительно удалось успеть многое. Я решила поселиться в центре Москвы и нашла симпатичный отель за разумные деньги. В Москве я искала отель поближе к центру, чтобы все исторические достопримечательности были от меня в пешей доступности. Но когда я искала варианты, я посмотрела, что у многих отелей плохие отзывы. Люди часто пишут, что они старые и порой не очень чистые. Мне очень повезло, я нашла удачный отель, он свеженький, современный, совсем новый. Отель называется Тесла. Он очень удачно расположен. До Кремля можно дойти примерно за 30 минут. Ближайшее метро называется Сухаревское, до него можно дойти минут за 5-7. Также за 10 минут на такси можно доехать до площади 3 вокзалов. Мне кажется, это очень хорошее расположение. Этот отель тематический. Тут повсюду Никола Тесла. Я очень люблю тематические отели, мне это тоже понравилось. Ну и главный плюс то, что он новенький, поэтому тут очень чисто. Это здорово. Отель совсем небольшой, тут немного номеров, а я бронировала близко к дате заезда. Поэтому из вариантов были только стандарты. Оказалось, что стандартные номера тут совсем крошечные и с минимальным наполнением. Здесь есть двуспальная кровать, телевизор, чайник, кондиционер, кстати, что очень важно летом, хорошая ванная комната, и на этом все. В этом отеле есть номера и других категорий, они побольше. Так что если будете рассматривать Теслу для поездки в Москву, то присмотритесь к ним, может быть, они вам больше понравятся. Но если вам хочется просто где-то переночевать с комфортом, то, возможно, вам понравятся и стандарты. А еще в отеле можно забронировать проживание с завтраками. Завтраки мне понравились. Тут готовят вкусно и обслуживание быстрое. Сам ресторанчик тоже приятный и современненький. На мой взгляд, это хороший отель по соотношению цена-качество. Если вы соберетесь в этот отель, то лучше бронируйте заранее, потому что хорошие номера разбирают быстро. В описании под видео я оставила для вас ссылочку, по которой можно проверить цены. Начать знакомство со столицей я решила с осмотра главных достопримечательностей и первым делом отправилась на Красную площадь. Но гулять я решила не самостоятельно, а в компании гида. Мне всегда везет на хороших экскурсоводов. Так вышло и в этот раз. Ирина отлично знает Москву. Она поделилась удивительными фактами и невероятными историями о людях, которые жили здесь в разные времена. В описании под видео я оставлю для вас ссылочку на экскурсию по центру Москвы, чтобы и вы могли забронировать такой тур. Вместе с гидом мы прошли по Красной площади, полюбовались собором Василия Блаженного и Большим театром. Правда ли, что Иван Грозный выковал глаза архитекторам самого узнаваемого собора России? Чем торговали в ГУМе в разные времена? Почему Китай-город носит такое название? Как можно пожать руку в Москве?
Мы ответили на эти и другие вопросы, а также узнали о том, кто, когда и как строил и перестраивал Москву. Мне понравилось, что на экскурсии я услышала много реальных историй и загадок. Это на 100% интереснее, чем гулять в одиночку, читая сухие факты из интернета. Я уверена, что зайти, к примеру, в ГУМ самостоятельно и с гидом – это совершенно разные вещи. Мне было очень любопытно посмотреть на старые рекламные плакаты и узнать, что покупали московские дамы в прошлых веках. У каждого здания в центре Москвы есть своя история. На мой взгляд, нужно обязательно выделить время на то, чтобы их узнать. Без этого невозможно понять характер города. Я выбрала экскурсию, которая длилась 1,5 часа. Этого хватило, чтобы узнать самое важное. Дальше я отправилась осматривать Москву самостоятельно. Первый пункт – парк Зарядье, который находится рядом с Красной площадью. Каждому туристу стоит увидеть этот зеленый островок в центре Москвы и обязательно пройтись по парящему мосту над Москвой-рекой. Он хорош с любого ракурса. Куда пойти в Москве в плохую погоду? Конечно, на ВДНХ. Крытые павильоны спасут от дождя, а перебегать между ними можно под зонтиком. Конечно, осмотреть ВДНХ полностью не получится даже за целый день. Нужно тщательно продумать маршрут, чтобы увидеть максимум. Я советую приходить к открытию парка и сразу идти в 75-й павильон. Здесь находится масштабная экспозиция «Регионы России». Выставку интересно посетить и взрослым, и детям. Я видела, что даже школьники тут ходили с открытыми ртами. В павильоне представлены достижения каждого региона страны. Невероятные инсталляции, мастер-классы, фотозоны – все бесплатно. Больше всего меня поразило, что на входе всем посетителям предлагают присоединиться к экскурсиям в мини-группах. Тоже бесплатно. Мы гуляли с девушкой, которая рассказала так много интересного, что мой восторг приумножился. И я тут же захотела отправиться в большое путешествие по России. Кстати, тут удобно планировать поездки, ведь ты видишь, чем интересен тот или иной регион страны. Один край больше всего гордится природой, другой – научными достижениями, третий – культурным наследием, а четвертый – уникальной кухней. Легко найти то, что заинтересует больше всего. На посещение этого павильона стоит выделить минимум 2 часа, но лучше, конечно, еще больше. Мне повезло проскочить в самые интересные места без очередей и сделать фотографии без толпы людей за спиной. Через пару часов после открытия выставки туристов было уже очень много. Оно и понятно, сюда хотят все. Честно говоря, я не ожидала таких эмоций от посещения ВДНХ. Я много читала об этой выставке, но ни одна статья не передает то, что вы здесь увидите. Это действительно очень интересное место, где хочется провести целый день. Поесть на ВДНХ я советую в фудхолле «Дом российской кухни». Тут представлена кухня различных регионов – Карелия, Сибирь, Дальний Восток, Удмуртия и так далее. Некоторые блюда мне хорошо знакомы, а о каких-то я даже слышу впервые. Хотелось попробовать все. На мой взгляд, для туристического места в Москве тут хорошие цены. Еще одно необычное место на ВДНХ – антикафе «Совиный дом». Здесь живут настоящие совы, которые свободно перемещаются в пространстве. Местные сотрудники рассказывают много интересного о жизни пернатых. Тут их предлагают погладить или даже покормить. Совы свободно летают по павильону и могут сесть к вам на плечо. Так как это антикафе, визит оплачивается по минутам. В стоимость также входит безлимитный чай, кофе и сладости.
За 1,5 часа на двоих мы отдали около 3000 рублей. Я осталась в восторге. На ВДНХ я также заглянула в павильон «Макет Москвы». Его можно посетить бесплатно. Кроме того, без доплат тут предлагают так называемый полет над Москвой в очках виртуальной реальности. Мне это очень понравилось. В целом, на ВДНХ я получила массу положительных эмоций. От души советую вам здесь побывать. Москва хороша тем, что в ней вы найдете как исторические, так и современные достопримечательности. По ее облику можно изучать смену эпох. Еще мне очень понравились уютные улочки, длинные набережные и красивые парки. Очень приятным оказался район Патриаршие пруды, а также парк Горького. Место, в котором хочется без спешки провести целый день. Тут полно зелени и площадок для активного и спокойного отдыха. Удивительно, что даже в центре Москвы легко найти тихие места. Кстати, не забудьте заглянуть в описание под видео. Как и всегда, там я прописала все, что показываю в ролике. Москва приятно удивила меня и разнообразием ресторанов. Здесь легко найти любую кухню мира и заведения на любой бюджет. Вот, например, ресторанчик в центре Москвы, где я поела вкусно и недорого. Такие места встречались мне на каждом шагу. Однозначно советую прокатиться на канатной дороге к Воробьевым горам. Кстати, при оплате билета через СБП тут делают скидку 20%. Берите на заметку. Надеюсь, это не временная акция. Воробьевы горы – это еще одно место, которое стоит посетить в Москве. Тут есть смотровая площадка, где всегда много туристов. И, конечно, знаменитая аллея, ведущая к зданию МГУ. Бывалые туристы говорят, что в Москве надо обязательно прокатиться на теплоходе. Водные прогулки бывают разными – с аудиогидом или музыкой, короткие или на несколько часов. Я выбрала самый простой и недорогой вариант. Прокатилась от Воробьевых гор до Зарядья с аудиогидом. Мне понравилось, поэтому в описании оставляю вам ссылочку на покупку билетов. Любоваться достопримечательностями с воды – особенное удовольствие. Не упустите его! 2 дня в Москве были насыщенными и очень интересными. Я однозначно еще вернусь в столицу. Ставьте лайк, если мое видео было полезным. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков.